Если вы интересовались экзистенциальными романами, философским течением или культурой Франции середины прошлого века, вы наверняка понимаете, что такое экзистенциальный кризис. Для тех же, кто подобными вещами не увлекался, стоит пояснить, что данное психологическое явление представляет собой нечто, напоминающее кризис средних лет, но имеющее свои особенности. Экзистенциальный кризис – это чувство тревоги, глубокого психологического дискомфорта, возникающее при вопросе о смысле существования. Как правило, во время кризиса человек размышляет над такими понятиями, как смерть, жизнь, свобода, смысл и бессмысленность существования, система мироустройства. Личность, находящаяся в этом состоянии, задает себе вопросы о цели собственного и всеобщего существования, о своем предназначении. Однако ответы на эти вопросы не находит и поэтому начинает испытывать тревогу, отчаяние, пустоту и одиночество. Выделяют два сценария выхода из кризиса – позитивный и деструктивный. Первый предполагает переосмысление и успешный поиск нового пути. Второй – бегство от себя. Кризис бытия может застать вас в любом периоде. Даже дети в дошкольном возрасте способны испытывать подобные переживания. Примерно с 3 лет ребенок может задуматься о смерти, задаваться различными почему и зачем и переживать экзистенциальный кризис в той или иной степени. В подростковом возрасте кризис часто наступает в тот момент, когда необходимо сделать сложный выбор. Довольно долгое время мы живем, зная, чем будем заниматься завтра, в следующем месяце или в следующем году. То есть ходить в школу, посещать различные секции, гулять с друзьями. Но однажды нам приходится решить, кем же мы хотим быть. Многие подростки не могут ответить на этот вопрос, что приводит к кризису. К тому же усугубить это состояние могут высказывания о том, что это один из самых сложных и важных выборов в нашей жизни. Что дороги назад не будет, и мы сможем заниматься только выбранным делом. Что без достойного образования дальнейшее существование будет крайне тяжелым. Поэтому подростки также могут впадать в экзистенциальный кризис. Взрослые люди могут столкнуться с этим психологическим аспектом в переломные моменты. Потеря работы, переосмысление своей деятельности, осознание того, что мы живем не так, как хотели бы. Некоторые психологи считают, что выход из кризиса можно найти в депрессии. Свою позицию они объясняют следующим образом. Доходя до глубокого отчаяния, человек начинает особенно сильно искать способ излечения и на негативном эмоциональном фоне открывает для себя новые взгляды на жизнь, выстраивает новую систему ценностей и взаимоотношений между собой как единицей и миром как общим, частью которого этот человек является. Однако этот метод можно назвать спорным, и провоцировать ухудшение своего морального состояния не стоит. Такой способ выхода из кризиса имеет место лишь в ситуации, когда депрессия уже началась. Еще один довольно странный способ самопомощи выглядит следующим образом. Человек должен задать себе два вопроса. В каком возрасте он хотел бы умереть и что он при этом будет чувствовать? Ответы на эти вопросы могут быть самыми разными. Кто-то называет цифру 120 и представляет себя долларовым миллионером, попробовавшим все в этой жизни. Кто-то 80 и домик в лесу в абсолютном покое и гармонии. Ответ на этот вопрос, во-первых, дает понимание того, чего человеку не хватает сейчас, а во-вторых, вырисовывает ориентир, в направлении которого человеку нужно двигаться. Безусловно, в течение жизни ответы на эти вопросы могут меняться, и выбранный сценарий не будет единственным возможным. Но эти вопросы существуют для того, чтобы начать действие и выйти с этого экзистенциального кризиса. Также практически бесспорный способ побороть экзистенциальный кризис – заняться творчеством, жить полной жизнью, получать максимум эмоций и впечатлений и попытаться меньше задумываться о глубочайших смыслах, которых, возможно, не существует. Экзистенциальный кризис – очередной этап личного развития, момент, когда жизнь подсказывает, что нужно сделать следующий шаг вперед. Иногда достаточно дать себе отдых от всего на один день, а еще лучше уехать на неделю в отпуск. Можно воспользоваться этим временем для информационной детоксикации, выключить смартфон, не пользоваться интернетом. Потом, приняв себя таким, как есть, нужно вернуться к своим приоритетам. Поставив новые цели, нужно разработать план и начать действовать. Отослать резюме, пойти на важную встречу, пообщаться с нужными людьми. Главное правило преодоления очередного жизненного кризиса – не прятать голову в песок. Этим вы себе явно не поможете. Стоит провести разумный самоанализ,
и постараться преобразовать свои находки в конкретный достижимый результат. На этом видео подходит к концу. Надеюсь, вышеизложенная информация была для вас полезной. Если это так, пожалуйста, поставьте лайк, подпишитесь на канал. Впереди вас ждет еще масса всего интересного. Всем пока!